смотрите, трава настолько выросла, что Хьюго не видит ничего здесь. Он чует и уже облаял тут местность. Попробую сегодня косить таким инструментом. Какая-то пыльца на столе. С виду все нормально. Давненько тут никого не было. Присутствует небольшой запах влаги. Сейчас я затоплю печку, открою окна, откопаю заваленку. Печку затоплю, чтобы влага вышла, вытянула печка влагу. И я думаю, все нормально будет. Так, печка, друзья, разгорелась. Сейчас я пойду косить. Очень боюсь порезаться, потому что знаю, как болит этот порез. Поэтому буду точить медленно, осторожно, не подставляя свои пальцы. Вроде наточил,
Посмотрим, как будет брать. Сейчас уберу здесь все. Самое сложное это у стенок где-то. Так, надо включить ее еще. Так, все-таки слабо наточилось. Выросли, конечно. Что-то вроде получается. Трава, конечно, остается высокая, но это из-за того, что она не такая острая, какая должна быть. Но в целом кашу. Так получилось, что тут не было газа. Я забыл купить. Сейчас, в общем, соберу печку, на печке буду чай кипятить, пока кашу. Еще, друзья, жара такая сегодня стоит. Ветер очень слабый. И то, если бы я не был в тени, было бы очень жарко. Хотя бы меня комары и москиты не едят. И я еще и в тени нахожусь. Место мы хорошее подобрали под избу.
Друзья, вы мне, наверное, не поверите, с юга, когда ехали сюда, прямо в поле увидели, ну, наверное, штук 10 кабанов. Ну, это были 100% кабаны. Я видел у них только макушку головы и уши. И я сначала подумал, что это медведи, но там их было штук 10, не меньше. Поэтому я и сделал вывод, что это кабаны были. И трава была высокая, и невозможно их было увидеть. И я сразу же развернулся, поехал в противоположную сторону от них, чтобы Хьюго за ними не побежал и там люлей не получил от кабанов, а то и еще хуже. Ну, в общем, я их там прогнал, погазовал, посвистел, покричал, они убежали, я видел, и поехал дальше. Камеру не доставал, потому что я говорю, что их там не было фактически видно, было видно только макушки, и то как бы, когда они где-то перепрыгивали просто большую траву. Кажется, я разобрался, как косить, и как будто бы более-менее ее наточил остро. Ну вот, берет лучше. Сейчас вот этот участок выкошу, и потом сходим с Хьюго по лесу, по окрестностям погуляем. Я тут давно не был, наверное, месяца 3. И хочется посмотреть, что изменилось именно в лесу, потому что очень много везде следов, пока сюда шли. Вся трава вытоптана. И хочется посмотреть, что происходит в лесу. Друзья, вот такой небольшой пятачок выкосил. В принципе, этого достаточно. Я сюда пришел на день и не планирую быстро отсюда уходить, поэтому
Хочу приготовить покушать и погулять по окрестностям. Время у меня есть. Я думал, я буду намного дольше возиться с травой, но вроде литовочку получилось наточить. И пошло как надо. И вообще быстро справился с работой. Вот с этой стороны хорошо видно, что выкошена. Трава высокая, очень густая. Косить было тяжело. Избушка со всех сторон еще закопана землей. Все закрыто у нас зимы. Нас тут очень давно не было. Вот тут я тоже пятачок выкошу. И нужно сейчас убрать землю, откатить бревна, чтобы проветривался пол. Посмотрите, друзья, лес стал очень густой. И все, и уже не видно. С той стороны избу ты уже не увидишь. Вот помните, еще недавно говорили о том, что когда это произойдет, а сейчас это уже произошло. Молодец. Лучок, друзья, свежий, с грядки, свой, не покупной. Мясо единственное, что покупное. Вьюга лежит под беседкой, там его кусают меньше. Но я знаю, что под беседкой очень много смолы. Каждый раз оттуда вылазит, у него то локоть в смоле, то где-нибудь на голове в смоле. В общем, если ему там нравится, то пусть лежит. Там у нас всякий хлам в основном. Наверное, надо соли добавить. Перца точно нету.
Тут у меня уже почти все приготовилось. Стоит на медленном огне. Сейчас еще буквально 5 минут, и я уже буду кушать. Мы в свое время с Мишаней увезли отсюда тарелки все. И, короче, я буду кушать прямо со сковородки. Красивое все-таки мы место, друзья, выбрали. В тени, спокойное. Сейчас река поднялась, там бобры запрудили, и люди перестали ходить, ездить и ходить, трава выросла. Сейчас допью чай, передохну немного и все-таки пойду пройдусь, прогуляюсь. Все, тут уже никого нет. Этот муравейник каждый раз кто-то ломает, ворошит. И муравьев тут уже нету. Это, я думал, это белый гриб. Но там все заросло, ничего нового нету. Ни валежника, ничего такого. Юга в эту сторону очень часто лает. Нужно было его сюда привезти, чтобы он тут походил, понюхал, пометил. Сейчас еще в ту сторону сходим. Там, вижу, бревно лежит, но это бревно уже давно лежит. Она мелкая, но очень вкусная. След лосиный. Это значит, что тропу топчут масленок. Сейчас я, значит, хожу, малину тут собираю, ем. Может быть, сейчас где-то медведь стоит тут, не издает ни звука и тоже ест малину. Где-нибудь в кустах, там подальше, повыше.
Какая она вкусная. Тут же черная смородина вот такая мелкая. Сейчас тоже ее соберу. Столько малины собрал. Сейчас еще черную смородину соберу. Очень сладкая, вкусная. Вкусно. Хьюго, жарко. Хьюго, как всегда, на своем месте. Все, Хьюго, идем домой. Хьюго пролежал весь поход под беседкой и под сенями, под сенями. Сейчас уже собираемся, вечереет уже, вот солнце ушло, и я решил, что поеду. В принципе, все дела сделал, все здесь нормально. Единственное, что, конечно, это много мышей ходит. Но не знаю даже, что с этим делать, честно говоря. Пошли. Всем пока.